Друзья, скажите, а вы смогли бы выжить в сумасшедшем доме? Я не шучу. Особенно если этот дом ваш собственный, а безумцы в нем ваша семья. Хотите узнать, как это было на самом деле? Тогда начинаем. Жил-был Томас Парр. И род его был, скажем так, весьма породистым, хоть и без золотых корон на прикроватных тумбочках. Парры были из тех крепких северных дворян, чьи предки не просто стояли рядом с королями, а порой даже делили с ними генеалогическое древо. Говорили, что в его жилах текла капля крови самого Эдуарда III. Конечно, не настолько много, чтобы претендовать на трон и лишиться головы, но вполне достаточно, чтобы смотреть на соседей с легким прищуром. В общем, представьте себе Томаса Парра. Он молод, чертовски хорош собой и обладал тем самым северным обаянием, которое заставляло дам при дворе ронять платки чаще обычного. У него были земли, были деньги и были амбиции, но не было той самой искры, которая превращает просто богатого джентльмена в настоящую звезду первой величины при дворе Тюдоров. И тут наступил 1501 год. Лондон в тот год напоминал растревоженный улей. Повод был грандиознейший, планетарного масштаба. Наследник престола, принц Артур Тюдор, вел под венец не просто какую-нибудь соседскую графиню, а саму Екатерину Арагонскую. Представьте себе масштаб. Дочь католических королей Испании, Фердинанда и Изабеллы, прибывает на Туманный остров. Это был не просто брак, это был союз двух супердержав того времени. Улицы выстилали дорогими тканями, а из фонтанов вместо воды, к великой радости горожан, лилось красное вино. Именно в такие моменты короли решали, а не добавить ли нам блеска к нашей свите. И наш Томас Парр оказался в нужное время в нужном камзоле. Стать рыцарем в честь такой свадьбы – это как получить Оскар и Нобелевскую премию одновременно. Томасу предстояло пройти через ритуал посвящения в рыцари бани. Томаса, привыкшего к суровым северным ветрам, привели в специальные покои, где его ждала ванна. Да-да, в XVI веке это само по себе уже было событием. Но его не просто мыли, его драили так, словно хотели смыть не только дорожную пыль, но и все грехи его предков до 7 колена. Считалось, что рыцарь должен предстать перед Богом и королем чистым, как майская роза. После того, как его распаренного и благоухающего извлекли из воды, ему не дали завалиться в кровать с кубком эля. О нет! На него надели чистые одежды и отправили в часовню. Там, в полумраке и тишине, он должен был провести всю ночь в молитве, охраняя свои новые доспехи. Когда первые лучи солнца коснулись шпилей Вестминстера, сонный, но абсолютно стерильный Томас Парр предстал перед Генрихом VII. Король коснулся его плеча мечом и бам! Мир получил нового сэра Томаса Парра, рыцаря бани. Из простого, богатого парня Томас превратился в одного из самых блестящих и уважаемых рыцарей королевства. Он стал своим в той самой элите, которая вершила судьбы Англии. Теперь он был готов не просто служить короне, а стать отцом женщины, которая сама эту корону однажды наденет. Но, чтобы стать отцом женщины, которая однажды наденет корону, нашему Томасу Парру требовалось провернуть сложнейшую дипломатическую и биологическую операцию. Ему была жизненно необходима женщина, которая эту будущую королеву родит. Нашему Томасу нужна была не просто жена, а настоящая созидательница королев. Женщина-фундамент, женщина-стратегия, та, чья утроба была бы так же благородна, как и его собственные амбиции, а ум острее, чем его рыцарский меч.
Но пока наш рыцарь Томас Парр сияет свежевымытыми доспехами, мы заглянем во внутренний дворик, где в тени старых каменных стен на вечно мокрой скамейке расположились наши прачки. Это не просто женщины. Это верховные жрицы чистоты и главные редакторы ведомостей Тюдоров. В их мозолистых руках не просто чужие сорочки и панталоны, в них репутации всего английского двора. Ведь ничто так не объединяет, как совместное полоскание сначала льняного белья в ледяной воде, а затем чужих косточек в горячих сплетнях. Да, это бабушки. И да, они будут сплетничать дальше, потому что история – это люди, а люди всегда обсуждают друг друга. А если вам не нравится, всегда можно пересесть на другую скамейку и уже там между собой с умным видом обсудить, как надо делать мне мои ролики. О Гринах прачки говорили бы без спешки, с легким кивком, как о чем-то давно решенном. Да, знаем таких. Хорошие люди, тихие. А мужчины у них особенно тихие, потому что встречаются редко. Если пары были новой кровью и ловкими придворными, то Грины были старыми деньгами. А отец, сэр Томас Грин, это был человек, который считал, что достоинство измеряется не только количеством рыцарских шпор, но и гектарами земли. И его предки владели поместьем Гринс-Нортон еще со времен, когда короли Англии говорили по-французски лучше, чем по-английски. Томас занимал посты шерифа и судьи, и его слово в графстве было весомее, чем золотой слиток. Он был тем самым единственным и очень тихим мужчиной в доме, который порой уходил на охоту просто ради того, чтобы услышать лай собак вместо звонкого девичьего смеха. Матильда Грин, хозяйка, чья энергия могла бы осветить весь Лондон, если бы тогда существовало электричество. Она была не просто женой, а настоящим исполнительным директором поместья. Как мы уже поняли из едких замечаний прачек, с наследниками мужского пола у Гринов не заладилось. Аисты, пролетая над их замком, упорно игнорировали заказы на рыцарей и приносили исключительно кружева и чепцы. В семье родились 2 дочери, и на этом мужская линия великих Гринов, по сути, замерла в почтительном поклоне. Старшая дочь Мод или Матильда в честь матери, и это имя означало «могучая в битве». Поверьте, она его оправдала на все 100. Как вы понимаете, в мире, где земля ценилась дороже жизни, Мод не просто была не бесприданницей, она была настоящим Эльдорадо в чепце. Она была той самой невестой, которой женихи должны были являться не только с пылкими признаниями, но и с безупречной родословной, а еще лучше в сияющих доспехах. Обычный дворянин тут бы не подошел. Требовался кто-то блестящий, кто-то, кто уже проложил себе дорогу к королевскому сердцу. И вот тут-то наш сценарий сводит ее с Томасом Парром. Представьте себе этот момент. Сэр Томас Парр, наш свежевымытый рыцарь бани, овеянный ароматом успеха и королевского доверия, встречает Мод Грин, девушку, за которой стоит не только древний род, но и такая гора приданного, что на ней можно было бы построить еще пару замков. Они встретились, и искры полетели не только от чувств, но и от осознания того, какую невероятную партию они могут составить. В 1508 году они обменялись кольцами, и так родилась новая семья. Но это была не просто семья, друзья мои. Они не просто съехались в один замок. Они объединили свои амбиции, свои земли и свои планы на будущее Англии. Так началась эта великая история. Они стали фундаментом, на котором позже вырастет женщина, сумевшая пережить самого Генриха VIII. Но пока они были просто молодой, невероятно богатой и чертовски перспективной парой. Мод Грин была не просто хозяйкой и женой рыцаря бани. Она была частью самого сокровенного круга власти. Мод служила фрейлиной у Екатерины Арагонской, первой жены Генриха VIII. И это не была просто служба ради жалования или статуса. Мод была предана своей королеве до последнего вздоха. Она восхищалась ее стойкостью, ее достоинством и той тихой грацией, с которой испанка несла свой тяжкий венец.
Когда в августе 1512 года в семье Парров раздался первый крик новорожденной дочери, у Мод не было сомнений, как ее назвать. В тесных, залитых солнцем покоях, под шепот молитв и шелест шелка девочку нарекли Екатериной. Это был жест высшей любви и верности. Мод хотела, чтобы ее дочь унаследовала хотя бы каплю того величия, которым обладала ее королева. Екатерина Арагонская даже стала крестной матерью малютки, благословив ту, что носила ее имя. В тот летний день 1512 года никто, ни гордый отец Томас, ни любящая мать Мод, ни сама королева Екатерина не могли даже в самом страшном или невероятном сне представить финал этой пьесы. Маленькая девочка, названная в честь первой жены короля, спустя десятилетия наденет то же самое кольцо, чтобы стать его последней женой. Судьба Тюдоров сплела причудливый и пугающий узел. История великого многоженца Генриха началась с Екатерины и закончилась Екатериной. Круг замкнулся. Маленькая Екатерина Парр еще не знала, что ее имя – это не просто подарок матери, а пророчество, которое приведет ее к трону, пахнущему кровью и ладаном. Что же было дальше, спросите вы? А дальше жизнь в доме Парров напоминала самую красивую иллюстрацию из старинного манускрипта. После рождения нашей маленькой Екатерины судьба продолжила осыпать Мод и Томаса своими щедротами. Вскоре в семье появилось еще 2 детей. Долгожданный сын и наследник Уильям, и вслед за ним очаровательная малютка Энн. Это была самая настоящая сказка XVI века. Томас и Мод искренне любили друг друга. Они были молоды, сказочно богаты и невероятно успешны при дворе. У них было все, о чем только можно мечтать. Высокий статус, процветающие земли и 3 здоровых детей, которые радовали глаз. А потом наступил 1517 год. Семья снова замерла в счастливом ожидании. Мод была беременна 4-м ребенком. Казалось, жизнь будет и дальше катиться по этой солнечной колее, а их замок всегда будет полным детского смеха и спокойствия. Но именно в тот момент, когда счастье достигло своего пика, в двери этого идеального дома внезапно и страшно постучалась беда. Наш статный рыцарь бани, сэр Томас Парр, внезапно умирает. На Мод обрушивается двойной удар. Вслед за мужем она теряет и 4-го, еще не родившегося ребенка. В 25 лет остаться вдовой с 3 детьми на руках – это сценарий, который в XVI веке обычно заканчивался поспешным 2-м браком ради защиты и опоры. Наши прачки, завидев вдовий чепец леди Мод, тут же принялись перемывать ситуацию в своих котлах. Но ничего, баба она видная, приданная при ней, долго в девках не засидится. Год поплачет, да и найдет себе нового хозяина. Как же без мужика-то в доме? Замки заржавеют, счета запутаются, а дети и вовсе от рук отобьются. Но Мод Грин была из тех женщин, которые и сами могут стать твердой рукой для кого угодно. Она приняла решение, которое шокировало современников. Мод не пошла под венец снова. Вместо того, чтобы искать хозяина, она решила сама стать хозяйкой. Мод превратила замок в настоящий интеллектуальный полигон. Она поняла, ее дочерям не поможет умение вышивать бесконечных оленей. Им нужен ум, способный выстоять в мире мужчин. Это был настоящий Оксфорд на дому. Распорядок. Подъем с первыми лучами. Пока другие дети еще видели сны о сладостях, Екатерина уже склонялась над латинскими текстами. Дисциплина. Муштра была такая, что солдаты короля могли бы позавидовать. Учили не только языкам, латыни, французскому, итальянскому, но и философии, теологии, математике. Мод воспитывала в девочках не удобных жен, а личностей. Она учила их управлять имениями, вести споры и мыслить масштабно. Это была женщина, которая обогнала свой век на столетия. Прачки, наблюдая за тем, как маленькие леди Парр вместо игр в куклы цитируют античных философов, лишь мудро вздыхали.
Книги – это ж дикость какая-то. И кто их, таких умных, замуж-то возьмет? Мужику ведь жена нужна, чтоб в рот смотрела, да в хозяйстве не перечила. Ох, попомните мое слово, леди Мод их погубит своей вот этой грамотностью. Неправильное это воспитание, ох, неправильное. Но пока за стенами замка сменялись сезоны, в тиши библиотек и под строгим взором матери Екатерина из маленькой девочки, которая прилежно склоняется над манускриптами, расцвела и превратилась в молодую женщину. Была ли Екатерина Пар красивой? О, друзья мои, если бы в XVI веке существовали глянцевые журналы, Екатерина не просто бы украшала обложки, она бы диктовала моду. Представьте ее, высокая, статная, с безупречной осанкой, которую ей буквально впаяла в характер леди Мод. У нее не было той застывшей фарфоровой красоты кукольных девиц, которые только и умели что хлопать ресницами. Нет, внешность Екатерины была живой и дерзкой. Ее рыжевато-золотистые волосы, так любимые при дворе Тюдоров, казались, впитывали солнечный свет. А в умных глазах всегда плясали искорки иронии. Это была красота женщины, которая знает себе цену. Она не просто присутствовала в комнате, она ее освещала. Она была той самой девушкой, на которую оборачиваются не потому, что у нее самый высокий чепец, а потому, что в ее взгляде читается целая библиотека. И характер, способный усмирить шторм. А теперь давайте о самом главном. Представьте себе Мод Пар. Ей всего 37. По нашим меркам это возраст рассвета, силы и новых планов. Она богата, у нее 3 прекрасных детей и огромное хозяйство, требующее ее неусыпного контроля. Казалось бы, живи и радуйся, но именно в это время в ее безупречно отлаженном мире что-то ломается. Для нас сегодня это звучит дико, и слава богу, что это так. Но в XVI веке законы биологии и медицины были безжалостны. Ближе к 40 годам женщина уже считалась, скажем прямо, далеко не молодой, увы. Когда Мод исполнилось 37, она начала чувствовать, что ее организм сдает. Мы не будем гадать и придумывать причины. Мы не знаем, чем именно она была больна. В то время существовали сотни недугов, которые сегодня лечатся одной поездкой в аптеку, но тогда они были безмолвными и непонятными гостями. Это не был изношенный организм, у Мод было всего 3 детей, что по меркам ее века считалось почти отпуском. И все же она чувствовала, что силы уходят. Осознание того, что времени осталось совсем немного, не сломило эту женщину. Напротив, оно включило в ней режим максимальной ответственности. Мод понимала, если ее не станет, судьба ее детей окажется в чужих руках. А этого железная леди допустить не могла. Нужно было успеть пристроить детей, пока ее голос еще имел вес при дворе. Особенно это касалось девочек. В мире Тюдоров женщина без защиты мужа или матери была подобна кораблю в шторм без руля. Мод Пар начала свою последнюю, самую важную партию. Она смотрела на своих дочерей и понимала, их нужно выдать замуж не просто удачно, а так, чтобы никакие политические вихри не смогли их сбросить с пьедестала. Она начала искать. Искать не просто зятьев, а гарантии безопасности для своей крови. Друзья мои, но прежде чем мы увидим юную Екатерину в подвенечном платье, нам просто необходимо спуститься в подвалы рода, в который она попала. Потому что за фасадом этого брака скрывалась катастрофа, которая началась задолго до рождения нашей героини. Давным-давно в Линкольншире жил-был род Боро или Бург, и был в этом роду наследник – Эдуард. Мальчик рос спокойным, статным, настоящим баловнем судьбы. Он был тем самым идеальным рыцарем, о которых слагали баллады. Отважный воин, сражался в битве при Стоукфилд, блистательный придворный, барон с огромными землями и амбициями. Конечно же, такому золотому юноше нашли и соответствующую жену – Анну Кобэм, девушку из знатного и уважаемого рода. Казалось, перед нами классическая сказка – молодые, красивые, богатые. У них рождаются сыновья – Томас и Генрих. Жизнь в Гейнсборо-Олд-Холле текла как дорогое вино. Но у судьбы был припасен сценарий в жанре черного английского юмора
со страшным концом. В какой-то момент, внезапно и беспощадно, блестящий барон Эдуард Боро начинает меняться. Это не была просто причуда или тяжелый характер. Говоря по-простому, крыша Эдуарда Боро не просто поехала, она рухнула, погребая под собой личность рыцаря. Эдуард сошел с ума. В те времена это не было фигурой речи, это был приговор. На минуточку, он не просто странный дядька в избе, он лорд, который управляет огромными поместьями. Судья, голос которого имеет вес. И вот этот голос начинает нести околесицу, а глаза перестают узнавать родных. Психиатров и клиник для аристократов тогда не было. Если ты богат и безумен, тебя не запирали в кандалы, если ты не буйный, конечно. Но ты становился живым призраком в собственном доме. В 1510 году был поставлен официальный диагноз. Королевская комиссия провела расследование и вынесла вердикт – лунатик или отвлеченный памятью. Это юридический статус, который обозначал, что человек официально признан невменяемым. Представьте теперь жизнь его жены, баронессы Анны. Она живет в огромном холодном замке с человеком, который носит лицо ее мужа, но больше им не является. Она жена сумасшедшего. Поскольку Эдуард больше не мог отличить пастбище от собственной спальни, по законам того времени все его земли и хозяйства перешли под управление короны. Король Генрих VIII взял поместье Боро под свою опеку, что на языке королей означало «я буду забирать доходы себе, пока наследник не вступит в права». Замок Гейнсборо превратился в место, где время остановилось. Глава рода бродит по коридорам, путая тени с реальностью. Казна под контролем короля. Наши прачки сознанием дела, наблюдая за происходящим, лишь мудро резюмировали. Старый-то барон наш, Эдуард, совсем куку сделался. Вчера с доспехами в шахматы играл и проиграл им вчистую. Глядеть тошно. А Томас все же-то видит, стоит тенью, губы сжал. Жалко его, не дай бог такая радость в голову и ему ударит. Но будем надеяться, станет мужиком он нормальным, крепким, а не в батюшку пойдет с приветом. А кто же такой этот Томас? Прошу прощения, мы совсем забыли представить вам его как следует. Это наследник. Тот самый человек, которому предстояло нести на своих плечах не только древнее имя Боро, но и весь груз семейных тайн. Чтобы вы понимали всю соль этой истории, когда папеньке Эдуарду официально поставили диагноз, нашему Томасу было 22 года. Это не испуганный мальчик в коротких штанишках, а взрослый статный мужчина, который по всем законам логики должен был стать полноправным хозяином своей судьбы. Но логика и тюдоровское право – это две параллельные прямые, которые никогда не пересекались. И вот тут начинается настоящий юридический цирк. Папенька Эдуард уехал кукушкой, но продолжает дышать. А пока он дышал, он юридически оставался владельцем всех земель. Томас же, будучи абсолютно в здравом уме, оказался в положении вечного принца. Он видел эти земли, он ходил по этим залам, но он не мог ими распоряжаться. Вместо него управление взяла на себя корона. Представьте, каждый пенни с аренды пастбищ, каждая корзина зерна шла не в карман наследника, а в бездонную казну короля Генриха VIII. Король опекал сумасшедшего барона, попутно вычищая его закрома до блеска. Представьте теперь состояние этого мужчины. Он был вынужден годами наблюдать две вещи. Безумного отца, который путал день с ночью, и королевских чиновников, которые распоряжались его будущим богатством. Это, конечно, звучит сурово, но Томас жил в режиме «ну когда уже?». Он ждал, когда отец отправится на встречу с Создателем, чтобы все, наконец, встало на свои места. Это ожидание, которое длилось годами, превратило его терпение в ядовитую желчь. Томас жил под постоянным давлением. Ему нужно было каждый день, каждую минуту доказывать окружающим и королю, что он нормальный, что он не такой, как отец. Когда у тебя годами нет власти над собственными деньгами и землей, ты начинаешь маниакально контролировать то, что тебе доступно.
Томас Боро начал превращаться в диктатора в мелочах. Он стал подозрительным, резким и деспотичным. Каждая пылинка в замке, каждое слово слуги должны были подтверждать его власть, которую он так долго и мучительно не мог реализовать полностью. Характер Томаса не испортился в один день. Он прокисал медленно, как эль в плохой бочке. Из нормального, амбициозного молодого человека он превращался в озлобленного тирана, который привык выгрызать свое право быть главным. К тому моменту, когда старый барон наконец-то испустит дух, Томас Боро уже будет человеком с душой, покрытой шрамами от унижений и бесконечного ожидания. Он станет тем самым, для которого порядок и подчинение будут важнее самой жизни. И вот, в 1528 году старый безумный барон Эдуард Боро наконец-то оставил этот мир, освободив кресло для своего заждавшегося сына Томаса. Томас официально становится бароном Боро. Казалось бы, фанфары, свобода. Но что же мы имеем на выходе? 2 десятилетия ожидания смерти отца и борьбы с королевскими чиновниками превратили его душу в выжженную пустыню. Конечно, все это время Томас не коротал жизнь в одиночестве. Он женился непривычно рано, в 8 лет. И нет, это не потому, что у папы были не все дома, хотя и это тоже. В те времена женить детей в колыбели было нормальной практикой. Чистый бизнес, ничего личного. Его избранницей, как бы смешно это ни звучало, стала Агнес Тируит. Девушка из хорошей семьи, чей род был крепок, как стены замка. Жить вместе они начали, конечно, позже. Но как только часы пробили время семейного долга, Агнес начала, выражаясь художественно, плодоносить. Она будто поставила себе цель заполнить холодные стены замка детским криком, чтобы заглушить бред сумасшедшего дедушки. В 1508 году на свет появляется первенец, мальчик. Его называют в честь дедушки – Эдуард. Запомните этого мальчика. Далее за Эдуардом последовали Томас, Уильям, Генрих и еще целый список имен, которые история едва успевала фиксировать. Агнес была постоянно беременна, превращая Гейнсборо в настоящий конвейер по производству наследников. Но теперь давайте посмотрим на самого почетного отца семейства. Если бы в XVI веке существовал титул «Диктатор года», Томас Боро удержал бы его десятилетиями. Говоря по-простому, в его доме вы бы точно не захотели оказаться даже в гостях. Это был человек, который держал в ледяном страхе всех, от поваров до собственных сыновей. Его слово было законом, его взгляд – приговором. И чтобы вы понимали масштаб его душевной доброты, давайте заглянем немного вперед. У Томаса был второй сын, названный в его честь, тоже Томас. У него была жена Элизабет и дети. Когда младший Томас скоропостижно скончался, наш заботливый свекор проявил все благородство своей натуры. Он просто взял и выставил вдову своего сына на улицу вместе с детьми. Но этого ему показалось мало. Чтобы окончательно растоптать женщину, он добился через парламент признания своих собственных внуков незаконно рожденными. Опозорил на всю Англию, лишил имени и будущего, просто потому, что мог, потому что власть для него была слаще вина. Но было и кое-что другое. Видите ли, мои дорогие, у нашего барона Томаса тоже были явно не все дома. Генетику никто не отменял, и списывать подобную запредельную тиранию лишь на тяжелый характер мы с вами не будем. Это была наследственность, та самая тень безумия его отца, которая в Томасе трансформировалась не в тихий бред, а в ледяную выверенную жестокость. И это, поверьте, гораздо страшнее любого приступа гнева. Вы спросите, зачем нам эти ужасы из жизни какого-то барона? Ответ прост. Именно в этот уютный дом, под крыло этому милейшему свекру, и предстоит попасть нашей главной героине, нежной, умной и статной Екатерине Парр.
И вот мы подошли к самой тонкой психологической грани нашей истории. Представьте себе Мод Пар. Она стоит у окна своего поместья. Ее пальцы, тонкие и бледные, сжимают щетки. Она слышит кашель в своей груди и знает, ее время утекает, как песок в часах. Перед ней стоит задача эпического масштаба. Она должна оставить своих дочерей не просто богатыми, а неуязвимыми. Зачем она выбрала семью Боро? Знала ли она о куку папеньке и о ледяном сердце Томаса? Давайте будем честны. В Англии XVI века секретов такого масштаба не существовало. Мод все знала, но ее логика была логикой выживания, а не поиска счастья в современном смысле. Почему именно Боро? Давайте разберем этот смертельный контракт по пунктам. Во-первых, это был прыжок в высшую лигу. Титул. Пары были всего лишь сэрами, рыцарями. Боро были баронами. Выдать дочь за наследника баронства – это значит мгновенно вознести ее в сословие пэров Англии. Для Мод это был способ купить Екатерине пропуск в самый высший свет, туда, куда рыцарским девочкам был вход заказан. И еще это был северный монолит. Земли Боро в Линкольншире были огромны. Мод понимала, когда ее не станет, Екатерине понадобится не просто дом, а крепость. Север Англии был суровым краем, где выживали только сильные кланы. Объединив паров и Боро, они создавали политический блок, способный выстоять против любых бурь. А еще Мод воспитывала Екатерину как интеллектуального воина. Она могла рассуждать так: да, старый барон тиран, да, его отец был безумен, но моя дочь умнее их всех, она знает латынь, она умеет считать деньги, она умеет владеть собой, она не пропадет там, где сломается любая другая. Это была самоуверенность женщины, которая считала образование лучшей броней. Как заключалась сделка? Конечно, Мод не пришла к ним с улицы со словами «возьмите мою дочь». Все решалось в золоченных коридорах королевского двора. Томас Боро был влиятельным человеком, он нуждался в свежей крови и, что немаловажно, в хорошем приданом, чтобы поправить дела после того, как земли были под опекой короны. Представьте, шелест тяжелого бархата, запах сургуча, с одной стороны Томас Боро, суровый, подозрительный и ищущий выгоду, с другой Мод Пар, тихая, но непоколебимая. «Моя дочь приносит с собой не только земли, — говорит она, — но и воспитание, достойное короны. А мой сын, — отвечает Томас, — принесет ей титул баронессы и защиту моего меча». Они ударили по рукам не как два любящих родителя, а как два генерала, которые заключили пакт о ненападении. Мод видела в этой сделке безопасность, а Томас – капитал. Трагедия Мод Пар заключалась в том, что она строила будущее для дочери на фундаменте из титулов и земель, забыв учесть, что жить Екатерине придется не с документами, а с живыми людьми. Она знала о генетике? Нет. Они называли это злой кровью или карой небесной. Но Мод верила, что свет разума ее дочери окажется сильнее тьмы наследственности Боро. Она думала, что пристраивает Екатерину в надежные руки, не понимая, что эти руки – стальные тиски. Но вы ведь понимаете, что леди Мод не собиралась отдавать свою жемчужину за кого-нибудь из списка детей барона. Ей не нужен был просто хороший парень или младший сын с добрым сердцем. Ей нужен был наследник. Почему? Все просто и цинично. Наследник – это автоматический статус баронессы. Это замок, это влияние, это самое главное. Это броня для дочери, когда сама Мод превратится в прах. И вот тут мы подходим к самой большой драме этого союза. Помните того мальчика, который родился в 1508 году? Его назвали Эдуардом. Если вы ждете историю о прекрасном принце на белом коне, то у меня для вас плохие новости. Представьте себе атмосферу, в которой рос этот ребенок. Это был не просто дом, это был сумасшедший дом аристократического масштаба. С одной стороны, безумный дедушка, который мог внезапно расхохотаться в темноте коридора или начать беседовать с яичницей, приняв ее за своего канцлера. С другой, отец-тиран Томас, чья крыша тоже едва держалась на стропилах. Но вместо бреда он выдавал ледяную параноидальную жестокость. В XVI веке никто не слышал о витаминах, психологии или защите прав детей.
Эдуард родился субтильным, хрупким, прозрачным. Он не был глупым, нет, он был весьма сообразителен, но его интеллект был направлен на одно – стать невидимым. Он рос забитым, в постоянном страхе перед тяжелой рукой отца и безумным взглядом деда. Это был не рыцарь из легенд, а израненная душа в очень слабом теле. К моменту нашего рассказа Эдуарду исполнился 21 год. Что же мы видим? Он не блистал на турнирах и не заставлял дамские сердца биться чаще. Его главным талантом было умение молчать и не отсвечивать. Он был абсолютно несчастным человеком, чье здоровье таяло от каждого сквозняка. Он боялся собственного отражения и тиранической власти своего отца. А знала ли об этом Мауд Парр? О, она знала все. Каждое бледное пятно на лице будущего зятя было ей известно. Но ее это не пугало, напротив, ее расчет был филигранен и по-матерински беспощаден. У нее есть Екатерина, яркая как комета, сильная, образованная, с остальным стержнем внутри. Мауд рассуждала так: если дать Екатерине сильного мужа-тирана, они уничтожат друг друга. А если дать ей вот такого Эдуарда, тихого, болезненного и податливого, то именно Екатерина станет фактически главой дома. Она подчинит себе его поместье, она станет его мозгом и сердцем, она будет править там, где ее муж будет просто тенью. Это была сделка. Мауд покупала дочери титул и власть ценой брака с глубоко несчастным и слабым человеком. Генетика, психология. Мауд ставила на интеллект дочери против хрупкости зятя. Итак, жених определен, приданное взвешено, судьбы переплетены. Две семьи, одна из которых была ослеплена амбициями, а другая безумием, готовились к свадьбе. Конечно, в те годы знакомить молодых у алтаря считалось не просто дурным тоном, а верхом безрассудства. Никто не покупал кота в мешке, особенно когда речь шла о баронских титулах. Была помолвка, был брачный контракт и, разумеется, была встреча. Представьте себе погожий день 1529 года. 17-летняя Екатерина, чья голова забита не только модой, но и сложными богословскими спорами, да и античной философией, стоит у окна. Она шедевр своей матери. Она яркая, она статная. И будем честны, в глубине души любая девушка в ее годы ждет, что из-за поворота дороги выйдет, если не Ланселот, то хотя бы кто-то, способный удержать тяжелый меч и ее живой взгляд. И вот к воротам дома подкатывает кавалькада. Пыль, топот копыт, суровые лица свиты и во главе Томас Боро. А за его спиной, словно бледный эскиз на фоне яркого полотна, появляется Эдуард. А теперь представьте их встречу. Перед Эдуардом стоит Екатерина, сияющая здоровьем, с острым умом, который так и норовил вырваться за рамки светской беседы. А перед ней Эдуард, субтильный, хрупкий, с лицом человека, который привык извиняться за то, что он дышит. Эдуард был тенью своего отца, тихим юношей, который, возможно, и хотел бы стать тем самым рыцарем, но его здоровье и забитый характер шептали: «Просто не делай лишних движений». Это был союз людей, которые никогда бы не оказались за одним столом, если бы у них был выбор. Эдуард, вероятно, смотрел на нее с благоговением и страхом. Так смотрят на слишком яркое солнце. А Екатерина? Она смотрела на него с тем самым женским состраданием, которое часто путают с любовью, но которое на самом деле лишь понимание чужой беды. Выбора не было ни у него, ни у нее. В те времена судьба девушки была лишь строчкой в долговой книге семьи. Мауд Парр видела в этом союзе безопасность, Томас Боро – статус. А что чувствовали двое молодых людей в центре этой сделки, история скромно умалчивает. А вскоре состоялась свадьба. Не ждите пышных торжеств с турнирами и фонтанами вина. Это было солидное, почти деловое событие. В тихой часовне, под шуршание тяжелого атласа и скрип перьев по пергаменту, Екатерина Парр стала баронессой Боро. Она произнесла слова клятвы, глядя на своего бледного мужа, и, возможно, именно в этот момент окончательно поняла: ее рыцарский роман закончился так и не начавшись. Наступила реальность.
Наши прачки, признанные эксперты по грязному белью и чужим судьбам, лишь сознанием дела резюмировали. Девка-то хороша, кровь с молоком, а жених – заморыш какой-то, прости господи. Только бы его после брачной ночи из опочивальни первым же ветром не выдуло. Друзья, сегодня научный эксперимент. Никакого шантажа. Я даже не буду просить у вас лайк. Посмотрим, поставите ли вы его сами. Маркиз, убери когти. Наблюдаем. Но прежде чем мы откроем тяжелые двери Гейнсборо Олд-Холла, давайте проведем один психологический эксперимент. Забудьте на минуту о датах и сухих строчках учебников. Представьте, вам 17. В этом возрасте мир кажется огромным, а мечты безграничными. Вы умны, блестяще образованы и полны жизни. Но внезапно этот мир сужается до размеров одного мрачного замка на севере Англии. Вы входите туда не как гости, а как невестка. Ваш муж – тихий, измученный болезнью человек, который сам похож на тень в собственном доме. Но самое страшное не это. Вы быстро понимаете, что ваша судьба, ваш завтрашний обед и даже право дышать спокойно зависят не от мужа. Они зависят от свекра. В нашем 21 веке мы бы с вами сказали: «Знаешь что, папа, у нас разные взгляды на жизнь, мы съезжаем». Но в XVI веке таких слов не существовало. Вы не можете развернуться и уйти, у вас нет своего счета в банке, нет прав, нет места, куда можно сбежать. Вы обязаны жить под одной крышей с человеком, которого боится вся округа. Вы должны вставать, когда он входит, молчать, когда он гневается, и подчиняться правилам, которые он устанавливает, просто потому, что он хозяин. Ваша жизнь превращается в бесконечный марафон по тонкому льду, где каждое ваше слово взвешивается на весах тирана. И вот теперь, когда вы почувствовали этот холод за спиной, давайте посмотрим, как в этих условиях не просто не сломалась, а начала свою великую дипломатическую игру молодая Екатерина Парр. Как она умудрялась лавировать между болезненным мужем, который видел в ней спасение, и свекром-диктатором, который не прощал слабости. Первый вопрос, который заставляет историков ломать копья уже 5 столетий. Был ли этот брак консумирован? Большинство экспертов сегодня склоняется к тихому «нет». Представьте эту картину. Спальня, которая пропитана запахом целебных трав и воска. С одной стороны цветущая Екатерина, с другой Эдуард, чьи силы таяли от каждого вздоха. В те времена брак без наследника считался пустой формальностью. Но когда муж едва может дойти до кровати без приступа кашля, долг уступает место милосердию. Скорее всего, их союз оказался бумажным, но это не значит, что он был пустым. Эдуард Боро не был героем баллад, но он и не был тем мужем из ада, которым славился XVI век. Болезненный, субтильный, он обладал тем редким качеством, которое часто встречается у людей, стоящих на пороге вечности – умением ценить свет. Для него Екатерина стала не просто женой, а настоящим божеством. Он смотрел на нее с тихим обожанием. Она была умнее его, сильнее его, и, о чудо, она его не презирала. Екатерина превратилась в его ангела-хранителя. Она поправляла ему подушки, читала вслух латинские тексты и ловила его благодарные взгляды. Именно тогда, в тишине его спальни, Екатерина прошла свой первый курс Академии эмпатии. Она училась заботиться о слабом мужчине, не унижая его достоинств. А теперь давайте выйдем в главный зал, где у камина сидит человек, от взгляда которого гаснут свечи. Для Томаса Боро люди делились на 2 категории – те, кто ему подчиняется, и те, кто еще не сломлен. Когда Екатерина впервые переступила порог его дома, он не встретил ее с распростертыми объятиями. Он встретил ее как суровый аудитор встречает новую партию товара. В первые же дни Томас совершил жест, который в XVI веке значил больше любых слов. Он вручил 17-летней девочке тяжелую связку ключей от кладовых, погребов и сундуков. Зачем? Это был тест. Он хотел увидеть, как она справляется с хаосом огромного поместья. И, конечно, он ждал катастрофы. Он ожидал, что эта ученая девочка запутается в бесконечных счетах, расплачется над амбарными книгами
и приползет к нему, умоляя о пощаде. Это был идеальный повод, чтобы сломать ее характер в самом начале, превратив в еще одну покорную тень. Но проходит неделя, другая, и тишина. Ни истерик, ни пустых кладовых. Екатерина не просто не запуталась, она навела в делах такой порядок, какого этот замок не видел десятилетиями. Каждый пенни был учтен, каждый поставщик проверен. Томас с нарастающим изумлением осознал, его капкан захлопнулся, но в нем не оказалось жертвы. Но самое интересное происходило в обеденном зале. Представьте, весь этот дом падает ниц, едва слыша стук тяжелых сапог барона. Слуги задерживают дыхание, сыновья прячут глаза. И среди этой атмосферы тотального паралича Екатерина. Когда Томас бросал на нее свой фирменный, испепеляющий взгляд, она не опускала голову. Она смотрела прямо на него, открыто, спокойно и ясно. В ней не было той рабской покорности. Она вела себя не как служанка, которая получает милость, а как достойная хозяйка дома. Она нашла ту уникальную ноту дипломатии, где уважение к титулу свекра сочеталось с абсолютной непоколебимостью собственного духа. Томас Боро наткнулся на нечто, чего никогда не встречал – на интеллект, который невозможно запугать. А что же Екатерина? Она тренировалась на Томасе Боро, как атлет тренируется перед олимпийским золотом. Представьте себе этот психологический расклад. С одной стороны, болезненный муж, который ловит каждое ее движение, и для которого она единственная отдушина в мире боли. С другой, безобразный в своей жестокости свекор, перед которым трепещут все, кроме нее. Екатерина училась быть буфером. Она лавировала между слабостью мужа и яростью свекра, оттачивая искусство дипломатии до блеска хирургического скальпеля. Она уже не была просто умной девочкой. Она становилась женщиной, способной управлять монстрами, не превращаясь в них сама. Она еще не знала, что этот опыт, умение смотреть в глаза чудовищу, станет ее главным оружием через много лет. Томас Боро был лишь бета-версией того шторма, который ждал ее у трона Генриха VIII. И все же Екатерина, выросшая на ласке и книгах, здесь задыхалась, как принцесса в башне, только дракон был не у ворот. Дракон сидел в кресле у камина, медленно пережевывал ужин и не спускал с нее глаз. А рядом Эдуард. Бедный, сломленный Эдуард. Его отец выжег в нем мужчину еще в детстве. 20 годам от него осталось только тело, изрядно изъеденное хворями. И все же в этой темнице у нее была ниточка. Письма к Мот-Пар уходили, как записки из тюрьмы. Она писала обо всем, о пустом доме, о больном муже, о свекре, который умеет только ломать и не умеет любить. А потом чаша переполнилась. «Мама, я больше не могу. Здесь умирают заживо». Мот-Пар прочла, Мот-Пар поняла и сделала то, что умела лучше всего. Молча затянула корсет потуже, подобрала юбки и поехала спасать дочь. О чем они говорили с Томасом Боро, мы не знаем. Представьте партию в шахматы, где на кону не фигуры, а живая душа. И чудовище сдалось, но зло затаило. В октябре 1530 года Екатерина и Эдуард наконец-то покидают мрачный Гейнсборо и переезжают в поместье Киртон-эн-Линси, всего в 10 милях от дома свекра. Но не спешите за них радоваться. Это не был их дом, это была собственность барона Томаса, просто стоявшая чуть поодаль. И здесь вступает в силу суровый закон того времени, который назывался кавертюр. Чтобы вы понимали, этот закон означал следующее. У вас нет никаких прав на деньги. Как только женщина выходила замуж, ее юридическая личность покрывалась личностью мужа. Все ее наследство и приданное, полученное от матери, переходило в руки семьи супруга. Это была полная зависимость. Поскольку Эдуард был болен и полностью зависел от своего отца, все деньги Екатерины фактически оказались в руках свекра-садиста. А теперь представьте этот кошмар. Молодые люди живут отдельно, но барон Томас Боро, человек жестокий и патологически властный, продолжает контролировать каждый их вздох.
Свекор выделял им средства крайне скупо. Если у телеги ломалось колесо или требовался лишний отрез тканей, Екатерина должна была выкраивать эти деньги из того скудного бюджета, который он им позволил, потому что лишнего старый тиран не даст. Раз в неделю это чудовище приезжало к ним в дом и скрупулезно по несколько раз перепроверяло все записи, мечтая найти хотя бы малейшую ошибку, чтобы сорваться в приступе ярости и унизить молодую женщину. Екатерине это стоило колоссальных усилий, а она, будучи женщиной блестящего ума и невероятной силы духа, вела хозяйство буквально железной рукой. Она понимала, с кем имеет дело, и не давала ему ни малейшего шанса зацепиться за оплошность. Это было унизительно, это было страшно, это была не жизнь самостоятельной семьи, это была жизнь под увеличительным стеклом садиста. Но в этой картине был один светлый мазок. Для Эдуарда, чей дух годами подавлялся грозным отцом, этот переезд стал глотком воздуха. Покинув замок Томаса, он словно расправил свои не самые крепкие плечи и начал работать. Конечно, он не ходил на службу с 8 до 4. Он стал мировым судьей, заседая в местных комиссиях. Да, должность была во многом номинальной, не требующей физической силы, но для него она значила все. Он чувствовал себя нужным, он чувствовал себя мужчиной, он хоть чем-то был занят. И со стороны их жизнь могла показаться почти нормальный. Муж уходит на заседание совета, стараясь выглядеть важным и здоровым. Екатерина управляет хозяйством, умудряясь вести дела так безупречно, что даже свекор-демон не мог придраться. И книги. Именно тогда, в тишине нового дома, она посвящала чтению каждую свободную минуту. Книги стали ее порталом в мир, где нет мелочного надзора Томаса Боро. Так прошел год. И вдруг удар. 1 декабря 1531 года, в возрасте всего 39 лет, когда по нашим меркам женщина только вступает в пору истинного рассвета, леди Мод Пар умерла. Для Екатерины это не была просто потеря матери, это было крушение ее личного Министерства обороны. Мод была тем самым стратегом, который просчитывал каждый шаг дочери. Она была ее мудрым советчиком и единственным человеком, перед которым Екатерина могла не играть роль стальной баронессы. Но если вы думали, что смерть леди Мод была просто печальной вестью, вы ошибаетесь. Для 19-летней Екатерины это был сигнал к началу настоящего ада. Давайте разберемся в психологии того, кого мы сегодня бы назвали идеальным абьюзером. Пока леди Мод была жива, Томас Боро сдерживал своих демонов. Он знал, за невесткой стоит влиятельная женщина, вхожая в покои королевы. Но в 1531 году купол рухнул. Екатерина осталась одна. Ни матери, ни защиты, ни пути к отступлению. И Томас, этот старый паук-садист, почувствовал, что теперь эта яркая умная девочка – его полная, абсолютная собственность. Он начал еще сильнее изводить ее придирками. Поместье в Киртоне превратилось в поле боя за каждую копейку. Он требовал отчетов за все. Его целью было не богатство, а ее полная капитуляция. Он хотел увидеть ее сломленной, плачущей у его ног. И вот, когда казалось, что хуже быть уже не может, грянула новая беда. В начале 1532 года хрупкое равновесие Эдуарда окончательно рухнуло. Тот самый мировой судья, который только-только начал дышать полной грудью, слег. Для Екатерины начался настоящий земной ад. Двойная осада. С одной стороны, умирающий муж, за которым она ухаживает с пугающей самоотдачей, проводя ночи у его постели. С другой – яростный свекр, чей голос гремел в коридорах, обвиняя ее во всех смертных грехах и в первую очередь в том, что она не смогла родить наследника. Представьте эту картину. За окном воет ветер. В комнате тяжело дышит Эдуард. А за дверью слышны тяжелые шаги человека, который тебя ненавидит. Екатерине было некому пожаловаться. Она была абсолютно звенящей и одинока. Но когда реальность становилась невыносимой, она открывала труды великих гуманистов.
Она вела мысленные споры. Она уходила в мир философии и теологии, где не было места крикам Томаса Боро. Книги были ее анестезией. Только там она переставала быть неудачной невесткой и снова становилась блестящей мыслящей женщиной, чей ум был недосягаем для тирана. А потом случилось то, от чего наши прачки лишь мудро покачали головами, отжали тяжелые простыни и заметили – докашлялся наш бедный Эдуард. Старый паук его таки догрыз. А барону-то что? У него этих наследников в запасе, как мух в паутине. Он же покойную жену свою из спальни не выпускал, пока она от бесконечных родов Богу душу не отдала. Одним меньше, 5 больше. Пауку все едино. В апреле 1533 года все закончилось. Кашель в спальне Эдуарда стих навсегда. Екатерина Пар стала вдовой в первый раз. Ей 20. И она осталась в доме, который ей не принадлежит, в окружении вещей, на которые у нее не было прав. Но именно здесь начинается самое интересное. В Англии XVI века статус вдовы был, пожалуй, единственным легальным окошком к свободе для женщин. Пока она была дочерью, она принадлежала отцу. Пока была женой – мужу. Но вдова внезапно обретала юридический голос. Представьте себе, в то время женщина была практически бесправна, пока была замужем. Но как только муж испускал последний вздох, закон вставал на ее защиту. Это называлось вдовьей долей. И вот как это работало. По английскому праву вдова имела право на пожизненное владение 1/3 всех земель, которыми ее муж владел или должен был владеть за время их брака. Помните, мы говорили про приданное. Семья Екатерины принесла в семью Боро огромные деньги. Вдовья доля – это своего рода страховка. Семья мужа забирает ее деньги сейчас, но гарантирует ей кусок земли и доход с него, если она останется одна. И вот она осталась одна. И если вы думали, что закон XVI века работал автоматически, как швейцарские часы, то вы плохо знаете старого паука. Этот человек привык, что закон – это он сам. И то, что он задумал для Екатерины после смерти сына, было не просто жадностью. Это был чистый, дисциплинированный садизм. Представьте себе Томаса Боро в его мрачном кабинете. Он потирает свои костлявые руки и рассуждает. Его старший сын Эдуард мертв. Внуков нет. С точки зрения этого скупердяя Екатерина не выполнила свою работу. Но из какой радости, скажите, пожалуйста, он должен отдавать ей земли? Конечно, выгонять невестку на улицу этой добрейшей души человек не собирался. Пусть живет. Пусть сидит себе тихонько в углу, доедает вчерашнее рагу и в знак благодарности ведет всю его сложнейшую бухгалтерию. Бесплатно, разумеется. Ведь за крышу над головой и счастье видеть его лицо каждое утро, вы же понимаете, надо платить. Беда была в том, что наш барон настолько увлекся ролью всемогущего кукловода, что совершенно перестал замечать реальность. Он так долго и упоенно оттачивал свое мастерство садиста на домашних, что его глаз замылился. Он, видимо, так и не понял, что перед ним не просто сирота, а одна из умнейших женщин эпохи, которая уже давно пересчитала не только его мешки с зерном, но и его шансы в суде. И вот, барон вызывает невестку на ковер, чтобы милостливо зачитать ее новый приговор. Он ожидал слез, обморока или на худой конец робких просьб. Но Екатерина была дочерью своей матери. Она выслушала этот бред с безупречной улыбкой, в которой не дрогнул ни один мускул. Она не стала топать ногами. Она заговорила языком, который в Англии Тюдоров был острее любого кинжала. «Ваша щедрость не знает границ, сэр Томас. Ваше желание оставить меня под своим крылом – это так трогательно. Но, боюсь, мой дядя, сэр Уильям Пар, этого не поймет». А теперь, друзья мои, важный нюанс. Кто такой дядя Уильям Пар? Это не просто родственник из провинции. Сэр Уильям Пар был камергером при дворе герцога Ричмонда, внебрачного сына короля, и человеком, который входил в самый близкий круг Генриха VIII. А Екатерина меж тем продолжала. Дядя Уильям – человек буквы закона. Вдовья доля для него вопрос чести. Боюсь, если я напишу ему, что остаюсь здесь, на ваших условиях, он решит, что мне нужна помощь. Он может ведь и до его величества Генриха дойти.
А вы знаете нашего короля, он так любит порядок в чужих делах. Приедет комиссия, начнут проверять ваши амбары, ваши земли, а может и вашу голову. Вам это надо, сэр Томас?» И, наверное, именно в тот момент Томас Боро внезапно осознал, перед ним не немощная вдова, а представительница клана, который может стереть его в порошок. И знаете, как ни странно, садисты тоже умеют думать, особенно когда на кону стоит их собственная шея. Он понял, Екатерина не блефует. И старый садист Томас, скрипя сердце, отписал ей доходы с поместий, которые находились как можно дальше от него, на богатом солнечном юге, в Суррее и Кент. Эти земли приносили огромный доход. Теперь каждый пенс с аренды, каждая мера зерна с этих полей принадлежали лично ей. Так что, друзья мои, давайте зафиксируем. 1533 год. Екатерина молода и ослепительно красива. Она абсолютно свободна. Статус вдовы снял с нее оковы. Она сказочно богата. Ее ежегодный доход теперь позволяет ей жить как принцессе. Она садится в карету и едет навстречу своей новой великой судьбе. Но прежде чем мы отправимся вслед за Екатериной, давайте поставим точку в историю с этим чудовищем. Знаете, в сказках злодеев обычно настигает кара в финале. Но судьба – дама с очень специфическим чувством юмора, и для барона она приготовила очень изысканную пытку. Ирония судьбы. Июль 1543 года. Представьте себе этот день. Лондон, королевский двор. Барон Томас Боро, человек, который десятилетиями терроризировал свою семью, объявлял собственных внуков незаконно рожденными и считал женщин досадным приложением к амбарным книгам, стоит среди придворных. И тут звучат трубы. Оглашается имя новой королевы Англии, шестой жены Генриха VIII, Екатерина Пар. Та самая девочка, та самая неудачная невестка, которая не родила ему внука. Его бывший бесплатный бухгалтер, которую он мечтал сгноить в углу за черствым хлебом. Для таких людей, как Томас, нет ничего страшнее, чем увидеть свою жертву на недосягаемой высоте. Мы ведь знаем, домашние тираны – это величайшие трусы перед лицом истинной власти. Теперь старый паук был обязан по всем правилам придворного церемониала склоняться перед Екатериной в глубочайшем поклоне. Представьте, как дрожали его костлявые руки, когда он был вынужден целовать пальцы женщины, которую когда-то хотел оставить нищей. Каждый раз, когда королева бросала на него взгляд, барон, вероятно, покрывался холодным потом. Он ждал мести. Он ждал, что одно ее слово королю, и его амбары, его земли, а может и его голова полетят к чертям. Это дома он мог орать и топать ногами. Здесь, при дворе, он превратился в подобострастную тень, лебезящую перед ее величеством. Но Екатерина Пар была сделана из другого теста. Она была слишком благородна и умна, чтобы пачкать руки о мести жалкому старику. Она не стала его унижать, не потащила на плаху и не подсыпала яд в его эль. Ее местью было ее совершенство. Она просто позволила ему жить и каждый день видеть ее триумф. И вот она, высшая несправедливость и ирония истории. Наш старый паук оказался на редкость живучим экземпляром. Он умрет в почтенном, как любят говорить историки, возрасте, продолжая до последнего вздоха изводить всех, кто имел несчастье находиться в радиусе его голоса. Томас Боро отправится на встречу со своими демонами только в 1550 году, на 2 года пережив Екатерину Пар. Он умер не от меча, в своей постели. Но представьте, каково ему было доживать эти годы. Каждый колокольный звон, каждое известие из Лондона напоминало ему, что та, кого он презирал, навсегда вошла в историю как королева, а он останется в ней лишь как мелкий тиран, которого она милостливо не заметила. Давным-давно, еще в XII веке, когда Англия была соткана из туманов и междоусобиц, на суровом севере появилось небольшое поместье. Оно называлось Сайзерг. Маленький дом посреди большого мира. Никто тогда не называл его замком. Просто земля, просто кров, где укрывались от непогоды люди знатного рода – Дейнкур.
Но в 1239 году судьба поместья изменилась навсегда. Юная наследница Элизабет де Линкур пошла под венец с рыцарем Уильямом Стриклендом. С этим союзом в Сайзерг пришла новая кровь и новое имя, которое пустит здесь корни на 8 долгих столетий. Стрикленды не просто владели этой землей, они прорастали в нее, как вековые дубы. Шли годы, и небо над севером становилось все темнее от дыма пограничных войн. В XIV веке Сайзерг почесал стену и решил: а почему бы мне не вырасти? Так, в самом сердце Сайзерга выросла величественная и грозная башня Пеле. Представьте себе 4-этажный монолит из серого камня. Стены его были настолько толстыми, более 2 метров, что в глубине можно было спрятать целую жизнь. Это был не просто дом, это был каменный кулак, занесенный над северными тропами. Башня смотрела на мир узкими бойницами, как глаза воина из-под забрала шлема. Внизу, в сводчатых подвалах, укрывали скот и запасы, а наверху, в парадных покоях, за тяжелыми гобеленами текла жизнь, полная рыцарского достоинства и вечной готовности к бою. Сайзерг стал стражем севера, верным щитом, о который разбивались набеги шотландцев. Но в 15 веке в его истории наступила новая блистательная глава. В те времена хозяином замка был Уолтер Стрикленд. Однажды он привез в свой суровый дом молодую жену, и звали ее Екатерина. Она не была просто очередной знатной невестой. Она происходила из великого и могущественного рода Невилл, того самого рода делателя королей, чье имя заставляло трепетать саму английскую корону. Екатерина принесла в Сайзерг не только золото своего рода, но и нечто гораздо более ценное – культуру и утонченность, которые в те времена были редкостью в этих диких краях. В ее жилах текла кровь тех, кто привык окружать себя не только мечами, но и красотой. И вот эта женщина, привыкшая к тонкому кружеву и философским спорам, оказалась в замке, где главным развлечением было считать, сколько дров сожгли за неделю. Представили? Теперь представьте, что она сделала. Екатерина оглядела холодные каменные мешки, изучила гобелены, на которых, кажется, выцвели даже коровы, и тихо, по-английски, не повышая голоса, сказала: «Милые, это безобразие». И началось преображение. Там, где раньше были лишь холодные каменные стены, появились искусные гобелены. Но настоящий расцвет Сайзерга, как культурного оазиса, начался к моменту, когда Екатерина овдовела. В XVI веке это означало одно – черный чепец, тихая комната, Бог дал, Бог взял. Женщина без мужа – почти вещь. Но Екатерина, видимо, не читала именно эту инструкцию. Она взяла управление замком в свои руки и превратила Сайзерг в место, где интеллект ценился выше, чем умение разрубить человека пополам одним ударом. Знаете, у Сайзерга есть одна странная легенда. Рассказывают, что когда-то хозяин замка запер свою жену в башне, уехал по делам и забыл, совсем. И будто бы до сих пор иногда, когда ветер завывает над озером, можно услышать женский крик. Черный юмор истории в том, что та женщина кричала от голода и отчаяния. А Екатерина Невилл молчала. Она просто брала и делала. Именно поэтому ее имя не стало легендой со страшным шепотом. Оно стало историей со светлым следом. Зачем же нам понадобилась история этой далекой и, казалось бы, незнакомой Екатерины из Сайзерга? Ответ, как это часто бывает в истории Англии, кроется в каплях крови и сплетениях родовых древ. Видите ли, те самые могущественные Невиллы, делатели королей, чье имя мы только что упомянули, были не просто соседями или знакомыми. Они были семьей. Бабушка нашей героини Екатерина Парр была Алисой Невилл. Это значит, что Екатерина Стрикленд, хозяйка замка, была ее двоюродной сестрой. И вот перед нами разворачивается удивительный сюжет. Представьте, молодая, ослепительно красивая вдова, которая только что вырвалась из цепких лап старого паука Томаса Буро. У нее в руках ключи от ее собственного состояния, в кошельке доходы с южных земель, а в сердце жажда жизни, которую так долго пытались заглушить в мрачных коридорах Гейнсборо. И куда же могла направить свою карету еще одна умная женщина из рода Парр?
Конечно же, туда, где ее поймут, туда, где интеллект был в почете, а свобода пахла горным воздухом и старым дубом, она отправилась в Сайзерг. В Сайзерге жизнь Екатерины Парр наконец-то обрела те краски, о которых она мечтала. Две родственницы проводили вечера у камина, обсуждая последние труды гуманистов и тонкости теологии, и подозревая мужчин, но с тем ледяным британским тактом, который не оставляет улик. В Сайзерге Екатерина наконец сменила тяжелое траурное платье на изысканные шелка, сначала робко, а потом с удовольствием. Здесь она начала дышать полной грудью, превращаясь из сиделки при больном муже в ту самую блистательную леди, которой суждено будет покорить сердце монарха. Правда, она об этом еще не знала. Это было время затишья перед великой бурей. В Сайзерге Екатерина Парр чувствовала себя в полной безопасности. Она была богата, свободна и окружена любовью близких людей. Казалось, так может продолжаться вечно. Но история – это драматург, который не терпит слишком долгих пауз. Однажды, вечером, ворота замка постучали. Гость был не случайен. Он был частью этого великого семейного круга. Он вошел в зал, снимая пропитанный дождем плащ. На его пальце в свете огня сверкнул массивный перстень с печатью рода Невилл. Екатерина подняла глаза от книги. В этот момент она еще не знала, что это за гость, не знала, зачем он приехал, не знала, что с этого стука в ворота начнется следующая глава ее жизни. Маркиз, дружище, пока не поздно, прячь серебряные ложки. У нас гости. Мы ведь пока совсем не знаем, можно ли доверять этому человеку. Разберемся в следующем выпуске. Не пропадайте.